Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком вот таких пасхальных цыплят. Связаны они у меня из пряжи Yarnart Jeans. Цыплята стоят самостоятельно, посмотрите. Не нужно никаких утяжелителей, никаких специальных приспособлений. Такими цыплятами я планирую украсить свой праздничный стол и предлагаю вам связать их вместе со мной. Вот этого цыпленка будем вязать в сегодняшнем видеоуроке. Размер моей игрушки около 13 сантиметров. Я специально шнурочек сделала на завязках, чтобы показать, как он выглядит без шнурочка. Возможно, вам больше понравится без цветочка. Я вяжу из пряжи Yarnart Jeans. Столько у меня разных цветов. Цвет 58 желтый для цыпленка. Цвет белый, к сожалению, не помню номер цвета. Цвет 42 малиновый, но можно использовать красный для клюва и для хохолка. Розовый цвет номер 36 для цветочка. И зеленый цвет у меня Газал Баби Катон. Но можно использовать и Yarnart Jeans. Вяжу крючком номер 2. Также нам понадобится наполнитель и глазки безопасные диаметром 6 мм. Ну, собственно, иголка. И я использую маркеры для того, чтобы обозначать начало и конец ряда. Под видео в инфобоксе я обязательно напишу содержание ролика, чтобы вы могли переходить на нужные вам разделы, и список материалов, которые я использую для вязания игрушки. Беру пряжу Yarnart Jeans желтого цвета, делаю кольцо амигуруми, такую петлю, и вяжу в кольцо 6 столбиков без накида. Первая закрепляющая петля, дальше 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда буду вязать по 2 столбика без накида. Того будет 12 столбиков без накида. Два столбика в первую петлю, 2 во вторую, 2 в третью, 2 в четвертую, 2 в пятую и 2 в шестую. Затягиваю опять колечко еще потуже, чтобы не оставалось дырочки посередине. Второй ряд 12 столбиков без накида. В третьем ряду буду делать прибавку через один столбик. То есть вяжу один столбик, а в следующий столбик делаю прибавку. Повторяю 6 раз. В третьем ряду должно получиться 18 столбиков без накида. Вяжу первый столбик, чтобы не потерять начало ряда. Следующий столбик вяжу прибавку. 1, 2, 1 столбик. Теперь прибавка. 1, 2, 1 столбик, прибавка. 1, 2, 1 столбик, прибавка. 1, 2, 1 столбик, прибавка. 1, 2, 1 столбик и прибавка. 1, 2. 6 прибавок, 18 столбиков без накида. То есть в прошлом ряду было 12 столбиков, в этом ряду я сделала 6 прибавок, 12 плюс 6, 18 столбиков. В четвертом ряду буду вязать прибавку через 2 столбика без накида. То есть вяжу 2 столбика, 1, ставлю маркер, второй столбик и делаю прибавку. В следующий столбик делаю прибавку. Опять вяжу один столбик,
второй столбик и делаю прибавку. В этом ряду в четвертом тоже будет 6 прибавок и должно получиться 24 столбика без накида. 2 столбика и прибавка. Раз, два. Прибавка, еще раз подчеркну, это 2 столбика без накида в один столбик предыдущего ряда. 2 столбика, прибавка. Два столбика, прибавка. 2 столбика и прибавка. Четвертый ряд готов. А в пятом ряду буду вязать 3 столбика без накида и делать прибавку. Повторять 6 раз. Должно получиться 30 столбиков без накида. Первый столбик, ставлю маркер. Второй столбик, третий и прибавка. 1, 2. Первый, второй, третий, прибавка. 1, 2. В этом ряду будет 6 прибавок и 30 столбиков без накида. Свяжите до конца ряд этот самостоятельно. Это будет пятый ряд. И после него 6, 7, 8, 9, 4 ряда свяжите по 30 столбиков без накида. И сейчас мы вяжем голову, то есть вы свяжете отсюда примерно вот до этой части. Дальше я расскажу, куда вставим глазки и как будем делать убавление. Свяжите самостоятельно до 9 ряда, 6-9 ряд без прибавок и убавок. И я покажу, что у меня получилось. Я связала 9 рядов, в последнем ряду 30 столбиков без накида. В 10 ряду начнем делать убавки. Убавку буду делать через 3 столбика без накида. Сейчас покажу, каким образом. Первый столбик, ставлю маркер. Второй столбик, третий. 3 столбика связано. Дальше захватываем. Вот у нас петля. Обычно мы вводим крючок под 2 полупетли. У петли есть передняя стенка. Вот я сейчас захватила. И есть задняя стенка. Передняя стенка петли, задняя стенка петли. Вот это задняя стеночка. Сейчас будем захватывать только переднюю стенку, когда будем вязать убавку. Смотрите, захватываю переднюю стенку у первой петли, переднюю стенку захватываю второй петли. Ну, вот у меня на крючке передней стенки от 2 столбиков без накида предыдущего ряда. И теперь вяжу обычный столбик без накида. Это будет первая убавка. Опять 3 столбика. 1, 2, 3. Вторая убавка. Один, 2, 3. Третья убавка. 1, 2. Третья убавка. 1, 2, 3. Четвертая убавка. 1, 2, 3. Если сложно делать убавки вот таким способом, незаметным, как я сейчас показала, делайте убавки способом попроще. Смотрите, как
Вводим крючок в первый столбик без накида, обычный, захватываем обе полупетли, вытаскиваем рабочую нить. Вводим крючок во второй столбик без накида, захватываем нить и вытаскиваем ее. И теперь провязываем столбик без накида. Вот это будет пятая убавка. 1, 2, 3. И сейчас еще раз свяжу вторым способом убавку. Раз. Во второй столбик ввожу крючок, вытягиваю рабочую нить 2 и провязываю шестую убавку. В 10 ряду 24 столбика без накида. В 11 ряду буду делать убавки через 2 столбика без накида. То есть вяжем 2 столбика, 1 убавка. 1 столбик, второй столбик, ставлю опять маркер на первый столбик и вяжу убавку. 1 убавка. Повторите еще 5 раз до конца ряда. В этом ряду будет 18 столбиков без накида. У меня готов 11 ряд. Пока не поздно, нам нужно вставить глазки на безопасном креплении. Давайте сейчас займемся глазками. Крепим глаза. Между 6 и 7 рядом у меня глазки закреплены. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов отсчитываю, вставляю 1 глаз. И между глазами 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вставляю второй глаз. Теперь закрепляем, выворачиваем наизнанку и одеваем крепление безопасное. Раз. Переходим к вязанию 12 ряда. В 12 ряду буду вязать 1 столбик без накида, 1 убавка. Всего повторять 6 раз. В 12 ряду будет 12 столбиков без накида. Приступаю. 1 столбик без накида, маркер и вяжу первую убавку. Один столбик без накида, вторая убавка. Один столбик без накида, третья убавка, один столбик без накида, четвертая убавка, один столбик без накида, пятая убавка, и один столбик без накида, шестая убавка. В 12 ряду 12 столбиков без накида. Сейчас уже можно набить голову наполнителем. Голову цыпленка я набила наполнителем. Теперь вяжем дальше. 13 ряд. В 13 ряду начинаю делать прибавки. 13 ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка и повторяем 6 раз. В 13 ряду 18 столбиков без накида. Давайте приступим. 1 столбик без накида, маркер, первая прибавка, один столбик без накида, вторая прибавка,
1 столбик без накида, 3 прибавка, 1 столбик без накида, 4 прибавка, 1 столбик без накида, 5 прибавка, 1 столбик без накида, 6 прибавка. В 14 ряду буду вязать 2 столбика без накида прибавка, повторять 6 раз. И итого у меня получится 24 столбика без накида. 14 ряд, 2 столбика без накида, 1, 2 и прибавка 1, 2, 2 столбика без накида, прибавка 1, 2. Довяжу сейчас до конца 14 ряд и покажу, как вязать 15 и 16 ряд. В 15 ряду буду вязать 3 столбика без накида прибавка, повторять 6 раз. В 15 ряду получится 30 столбиков без накида. В 16 ряду буду вязать 4 столбика без накида и повторять 6 раз. В 16 ряду будет 36 столбиков без накида. Принцип точно такой же, как я вязала в начале голову с прибавками, поэтому эти ряды 15 и 16 я уже показывать не буду. Свяжите их самостоятельно. После 16 ряда нужно связать 17, 18 и 19, 3 ряда по 36 столбиков без накида. Довяжите цыпленка до конца и перейдем к вязанию скорлупы. Когда свяжете 19 ряд, нитку можно отрезать и вязание закончить. Я покажу, как это сделать. Начну с вами 15 ряд. 3 столбика без накида, 1, 2, поставлю маркер, 2, 3 столбика, 1 прибавка, 1, 2 и до конца так ряда 3 столбика без накида, 2, 3, 1 прибавка. В следующем ряду прибавку через 4 столбика без накида. Заканчиваю вязание верхней части цыпленка. Видите, здесь такой перепад получается, перепад высоты, поэтому я в конце свяжу 2 соединительных столбика, 1, 2, чтобы немножко сгладить этот перепад. И при соединении нижней части будет не так заметен. Третий соединительный столбик и заканчиваю вязание. Отрезаю нитку, кончик спрячем внутрь игрушки. Так, чтобы его было незаметно. И теперь приступим к вязанию скорлупы. Скорлупа вяжется пряжей белого цвета. У меня Ярнард джинс. Первые 5 рядов белого цвета нужно связать точно так же, как вязали начало цыпленка. То есть в первом ряду 6 столбиков без накида, во втором 12, в третьем 18, в четвертом 24 и в пятом 30 столбиков без накида. В шестом ряду нужно будет связать 4 столбика без накида, прибавка 6 раз. И в шестом ряду будет 36 столбиков без накида. Свяжите без меня 6 рядов, аналогично так же, как мы вязали цыпленка. Я сейчас тоже свяжу и покажу, как будем вязать 7 ряд с шишечками. Белой пряжей я связала 6 рядов, в шестом ряду 36 столбиков без накида. В седьмом ряду начнем вязать шишечки. Шишечки будем вязать через 3 столбика без накида. Давайте я покажу подробнее. Вяжем первый столбик без накида, ставим маркер, второй столбик без накида, третий столбик без накида.
Шишечка будет состоять из 5 незаконченных столбиков с одним накидом. Делаем накид, вводим крючок в следующий столбик. Вся шишечка вяжется в один столбик предыдущего ряда. Вытягиваем рабочую нить, захватываем рабочую нить, протягиваем через 2 петли на крючке. Это первый незаконченный столбик с одним накидом. Захватываем рабочую нить, делаем накид, вводим крючок в тот же столбик, куда только что вводили крючок, и провязываем второй незаконченный столбик с накидом. Захватываем рабочую нить и провязываем только через 2 первые петли на крючке. Сейчас у нас 2 незаконченных столбика с накидом. Делаем накид, вводим крючок в ту же петлю, провязываем третий незаконченный столбик с одним накидом. Протягиваем опять нить только через первые 2 петли на крючке. Тут у нас 3 столбика. Делаем накид, вводим крючок в тот же столбик, захватываем рабочую нить и протягиваем через опять первые только 2 петли на крючке. 4-й незаконченный столбик. И на крючке уже 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И последний, 5-й. Я так пальцем придерживаю все петли, чтобы они никуда не сползали. Ввожу крючок и захватываю рабочую нить. 5-й незаконченный столбик вяжу через первые 2 петли на крючке опять. И сейчас у нас первая петля рабочая. 1, 2, 3, 4, 5 петель от 5 незаконченных столбиков с накидом. Захватываю рабочую нить, протягиваю сразу через все петли на крючке. И вот у меня получилась первая шишечка. Ввожу крючок в следующий столбик. Вот смотрите, эти столбики нужно отодвинуть и найти следующую петлю. Вот она, чтобы ее не пропустить, потому что когда шишечка вот так располагается, то она закрывает следующую петлю. Мы ее отодвигаем, находим следующий столбик без накида и в него вяжем столбик без накида. Вот такая шишечка. Это был первый столбик без накида. Вяжем второй столбик и третий столбик. Теперь опять вяжем шишечку. Делаем накид, провязываем первый незаконченный столбик с накидом. Делаем накид, провязываем второй незаконченный столбик. Делаем накид, провязываем третий незаконченный столбик. Накид, 4-й незаконченный столбик. Накид и 5-й незаконченный столбик. На крючке 6 петель. Захватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Находим следующий столбик и в него вяжем столбик без накида. Вторая шишечка. Это был первый столбик, второй столбик, третий столбик. И так до конца ряда вяжем шишечки. В этом ряду должно получиться 9 шишечек. Свяжу до конца 7 ряд, покажу, что у меня получилось. И в 8 ряду нужно будет связать 36 столбиков без накида, без шишечек. Я связала 8 ряд. В 7 ряду ряд с шишечками, 8 ряд 36 столбиков без накида, ряд без шишечек. Обязательно посчитайте, чтобы у вас было ровно 36 столбиков без накида, потому что с этими шишечками очень легко запутаться и провязать лишнюю петлю. Начинаем вязать следующий ряд. Вот смотрите, между шишечками мы оставляли 3 столбика без накида. И сейчас во второй столбик, вот сюда, нужно будет связать шишечку. Соответственно, вяжем 1 столбик без накида в начале ряда и ставим маркер. Это будет первый столбик, а во второй сразу свяжем шишечку. Первый столбик, второй, третий, 4-й и 5-й.
3 столбика без накида. 1, 2, 3. Шишечка должна располагаться между двумя шишечками предыдущего ряда. Делаю накид и вяжу опять шишечку. 1, 2, 3, 4 и 5. Один, два, 3 столбика. И так нужно повторить до конца ряда, вязать шишечки между двумя шишечками предыдущего ряда. Всего опять получится 9 шишечек. В следующем ряду, в 10-м, нужно связать 36 столбиков без накида. Сейчас я тоже свяжу 9 и 10 ряд, покажу, что у меня получается. 11 ряд. Вяжем опять ряд с шишечками в шахматном порядке. И после него 12 и 13 ряды по 36 столбиков без накида. Будем вязать 3 ряда с шишечками. Свяжите без меня 11, 12, 13 ряд. И я тоже свяжу, покажу, что у меня получилось. У меня связано 13 рядов, и в конце я связала еще 2 соединительных столбика, чтобы подровнять край. Теперь я закрываю вязание, отрезаю пряжу, оставляю достаточно длинный кусочек для того, чтобы соединить верхнюю и нижнюю части цыпленка. Соединять буду пряжей белого цвета. Теперь вот таким образом. И в процессе соединения буду набивать своего цыпленочка наполнителем. Беру иголку. Соединение лучше сделать на задней части. Ввожу иголку в одну петлю верхней части, в одну петлю желтой нижней части и вывожу в следующей петле. Примерно вот таким образом, чтобы захватить каждую петельку и не оставлять отверстий. Белая и желтая. Белая часть будет находиться сверху желтой.
Итак, соединили верхнюю и нижнюю часть цыпленка.